Идеальное сочетание пластика и стекла с олеофобным покрытием. Яркий, сочный 1,47-дюймовый дисплей. Полная водозащита. Умный будильник. Корректное отображение уведомлений с большим и легко читабельным шрифтом. Частичная многозадачность. Теперь в тренировках можно управлять музыкой и не только. Детальный и точный анализ ночного и дневного сна. Удобное отображение пульса и измерение кислорода в крови, что в наше время очень актуально. И в этом же видео решение отображения смайлов в сообщениях и способ увеличения количества стандартных циферблатов. Все это о Honor Band 6, который довольно сильно нашумел в интернете и которого многие называют убийцей Mi Band 5. И это понятно почему. В общем, будет интересно. Поехали! Приехали часы полностью невредимы, в надувном пузырчатом мешке для электронных товаров. Сама упаковка не из дешевых. Спереди логотип Honor и часы. Сзади основные характеристики. Все на китайском языке. Внутри инструкция на китайском языке. И шнур USB для зарядки часов. С другой стороны штрих-коды с серийным номером. И снизу сами часы. Так как фитнес-браслетом мне их тяжело назвать. Они на браслет никак не похожи, но это и не смарт-часы, и операционной системы в них нет. Заказывал китайскую версию, без NFC модуля, так как NFC в наших странах пока что не работает. В NFC версии есть микрофон для голосового помощника, который также не поддерживает русский язык. Смысла в покупке NFC версии я не вижу. Часы только в черном цвете, с черным, белым или светло-розовым ремешком. Но отдельно можно докупить ремешки разных цветов, на любой вкус. Я себе заказал вот такой оранжевый. Ссылки на проверенного продавца Honor Band 6, ремешки и нужные программы, которые будут в этом видео, для настройки часов оставлю в описании под этим видео. Ремешок на часах силиконовый, качество похоже как на Mi Band 5, с твердой пластиковой застежкой. Длина ремешка большая, как на Mi Band 5, подойдет для любой руки. Фиксатор ремешка силиконовый с надписью Honor. С внутренней стороны фиксатора есть стопор, который не даст расстегнуться ремешку и сам не будет ездить со стороны в сторону. Ремешок сменный. Чтобы снять ремешок, нужно легко подковырнуть клипсу. И он снимается. Проблем с заменой не будет. На ремешке фирменная застежка, так что ремешки от других производителей не подойдут. Размер капсулы 25-42 на 11 мм. Весят часы всего 30 грамм. На руке часы сидят отлично, выглядят супер. На женской руке также хорошо смотрятся. Был в первый день небольшой запах от ремешка, на второй день уже все выветрилось. Корпус часов из матового пластика, сбоку надпись Honor и с другой стороны функциональная механическая кнопка. Снизу находятся три основных датчика: акселерометр, гироскоп и PPG датчик, который работает в инфракрасном спектре и может определять не только пульс, но и насыщенность кислорода в крови, а также находятся контакты для магнитной зарядки. Перепутать полюсы не получится, крепится надежно. Подключается по USB к зарядке от телефона, USB ноутбука или пауэрбанка. Зарядка с технологией Quick Charge. Полная зарядка за 30 минут. Автономность часов заявлена до 14 дней. Конечно же, все зависит от вашего использования. Лицевая сторона часов из 2D закаленного стекла с заокругленными краями и олеофобным покрытием. Водить пальцем по стеклу очень комфортно. Стекло занимает все лицевое пространство. Под стеклом AMOLED дисплей с диагональю 1,47 дюйма. Разрешение 283 пикселя на дюйм. Картинка сочная и детализированная, пикселей не видно. Подсветка яркая. Даже при самой низкой яркости все читабельно. Правда, жаль, что нет датчика освещения или хотя бы программного решения, чтобы сбавлять яркость на минимум в ночное время. При включении можно выбрать язык устройства. Доступный в данный момент только китайский и английский язык. В будущем в новых обновлениях, надеюсь, завезут русский язык. И если ты подпишешься на канал, ты будешь в курсе о всех существенных нововведениях и новых доступных фишках для этих часиков. Для подключения нам нужно приложение Huawei Health.
Скачиваем с Play Market или App Store, регистрируем аккаунт и включаем Bluetooth с геоданными. Запускаем приложение, заходим в устройство и ищем наш браслет. Подключаем и соглашаемся с сопряжением на браслете. Как видим, все получилось и браслет заработал. Сразу же рекомендую зайти в наш браслет и в самом низу выбрать обновление ПО. Прилетит важное обновление, с которым наши часики намного шустрее начнут работать и плавнее станет анимация в меню. Также и другие немаловажные обновления. Навигация на часах осуществляется сенсорным экраном и механической кнопкой. Сенсор отзывчивый. Если опустить шторку, доступны быстрые функции. Включение экрана на протяжении 5 или 30 минут. Режим не беспокоить. Быстрый доступ к будильнику, который можно установить прямо на самих часах. Установить время и дни срабатывания. А также активировать и деактивировать будильники. И часто использованная функция поиска смартфона, которая приятным голосом будет говорить «Я здесь». И будет срабатывать даже в режиме «Не беспокоить». И доступна кнопка «Дополнительные настройки», где можно выбрать предустановленные циферблаты. В это же меню можно зайти долгим нажатием по дисплею. Но о циферблатах мы поговорим немного позже. Яркость часов от 1 до 5. Светит ярко. У меня выставлено всегда на 2. На 5 очень ярко. Проблем на солнце не будет. И быстрый доступ к пунктам меню, которые можно вызвать свайпом в сторону. Пульс, погода, музыка, активность, сон или стресс. Для возврата в предыдущее меню делаем свайп вправо. Для перехода в главный дисплей нажимаем на механическую кнопку. Также можно настроить силу вибрации, легкую или сильную. Мне достаточно легкой вибрации. Настроить режим «Не беспокоить», включить автодетекцию тренировок, дает возможность часам определять активность. И если браслет заметит активность, автоматически предложит запустить тренировку. В меню «Система» можно перезагрузить, сбросить до заводских настроек и полностью выключить браслет. И информация о устройстве. При свайпе вверх можно посмотреть уведомления из приложений, которые мы можем выбрать в приложении Huawei Health. Шрифт крупный, читается отлично. Русский текст отображается тоже хорошо. В сообщении поддерживается до 300 символов. Но смайлы не отображаются. Вообще никак, что в наше время очень важны в сообщениях. Есть способ, как установить смайлы в виде знаков. Для этого устанавливаем приложение Emoji Fix. Даем разрешение на уведомления. Выбираем устройство Huawei Band with Color Screen и нажимаем Finish. Далее выбираем все приложения, от которых мы хотим получать уведомления. Заходим в Settings и нажимаем на Open. Опускаемся вниз и выбираем только приложение Emoji Fix. Все приложения, которые мы выбирали в приложении Emoji Fix, отменяю в приложении Huawei Health. Если мы этого не сделаем, то сообщения будут дублироваться смайлами и без смайлов. Это приложение перехватывает уведомления и перекодирует их в доступный формат. И нам приходят уведомления уже со смайлами в виде символов. Ссылка на приложение в описании. Также часы отображают входящий звонок. Отображается имя звонящего или номер телефона, если контакта нет в телефонной книге. Возможно только отклонить звонок. Звонки из мессенджеров не отображаются. При нажатии на механическую кнопку мы входим в меню функций «Тренировки». Их здесь 10. Бег, беговая дорожка, ходьба на улице, ходьба в помещении, велосипед, велотренажер, плавание. И да, наш Honor Band полностью водозащищен до 5 атмосфер. Можно спокойно плавать в нем и принимать душ. Шаги дома считает правильно. В машине шаги не накручивает. Также при запуске тренировки свайпом влево можно управлять музыкой, что очень удобно. И многие владельцы Mi Band 5 позавидуют этой функции. В плеере отображается трек и можно управлять музыкой не только с проигрывателя, но и музыкой с YouTube. Благодаря большому дисплею удобно регулировать звук и переключать музыку.
Также очень удобно, что в режиме тренировки отображается время в самом верху. Теперь таймер и секундомер можно запускать и выйти в главное меню. Разработчики большие молодцы, что сделали наконец-то хоть и частичную, но многозадачность. При выборе тренировок на улице включается геолокация на смартфоне. В нашем Honor Band 6 нет встроенного GPS, так что смартфон нужно держать при себе. Для выхода из режима тренировки нужно зажать кнопку и завершить тренировку. Детали о тренировке можно просмотреть в приложении. Записи занятий. Здесь все. Пульс, нагрузка, темп, шаги в минуту, подробный отчет, а также маршрут в виде прикольной анимации, которой можно поделиться в соцсетях. Пульсометр показывает текущий пульс, график на протяжении всего дня, что удобно. Самый высокий и низкий пульс за день, а также нагрузку в минутах на протяжении дня. Чтобы проверить пульсометр, возьмем тонометр и проверим. Как видим, все в порядке и пульс меряет правильно. Далее у нас измерение кислорода в крови. Очень важная функция, особенно в наше время, так как я сам недавно переболел короной и было бы очень кстати иметь такой браслет под рукой. К сожалению, проверить его нечем, но в других обзорах замеряли с пульсоксиметрами и были похожие показания. У меня и моей жены показывают всегда от 94 до 99%, что есть в норме. Да, и самое главное, кислород в крови у воздуха и фруктов не меряет. Проверял. Выдает ошибку. Также можно просмотреть активность на протяжении дня и недели. Посмотреть время сна за ночь. Детальную информацию о сне, фазах сна, оценки сна, также рекомендации по улучшению и анализу сна можно посмотреть в приложении. Что мне очень понравилось, что очень точно определяет сон. Как дневной, что в моем случае очень важно, так как у меня бывают ночные смены, так и ночной сон. И понравились рекомендации и замечания по улучшению сна. Женский календарь менструального цикла, уровень стресса, дыхательные упражнения для расслабления, управление музыкой, погода на сегодня, почасово и на целую неделю. Alipay – функция для Китая, для нас бесполезна. Секундомер, таймер, будильник можно настроить в приложении и на самих часах. В приложении также доступен умный будильник, который разбудит на основании фаз сна в период от 5 до 30 минут. Полезный режим фонарика включает максимальную яркость и белое изображение. В некоторых моментах что-то подсветить можно, светит довольно неплохо. Хоть меню все на английском, почти все пункты меню обозначены красивыми иконками, и думаю, не будет проблем при навигации даже без знания английского языка. Главное, что приложение все на русском, и всю нужную информацию можно посмотреть и настраивать там. В самом приложении можно просмотреть детально о шагах, тренировках, пульсе, сне, уровне стресса по дням и месяцам. Чтобы активировать уровень стресса, нужно будет пройти небольшой тест, который определит ваш психологический портрет и в дальнейшем будет отображать только статистику. Детально уровни кислорода в крови, установить и настроить женский календарь,
Как установить женский календарь циклов и ссылка на приложение, которое нужно будет установить, будет в описании. В следующем меню можно запустить тренировки и активировать различные курсы тренировок, если есть желание заняться спортом и достичь результатов. Также в настройках доступны функции, которые можно отключить. Мониторинг сна True Sleep, который выполняет мониторинг качества сна и дыхания в режиме реального времени, определяет время и фазы сна. Функция напоминания о движении, если засидишься больше часа. Полезная функция при работе за компьютером. Функция постоянного мониторинга пульса. Частота измерения зависит от активности. Можно включить уведомления о низком и высоком пульсе. Функция уровень стресса выполняет мониторинг движения, чтобы измерить уровень стресса. Отчет о погоде позволяет активировать получение прогноза погоды. Также в настройках устройства можно активировать такие функции, как управление музыкой, уведомления об отключении Bluetooth и функции включения при поднятии запястья. Активирует экран при поднесении запястья, но срабатывает часто тогда, когда я этого не хочу. Например, во время сна можно активировать экран. И просыпаешься такой, а у тебя уже другой циферблат на дисплее. На Mi Band 5 также эту функцию выключаю. Можно изменить циферблаты на часах, их здесь 55. Выбор небольшой, не такой как у Mi Band 5. Надеюсь, скоро будет возможность установить кастомные циферблаты, ведь у предыдущей модели Honor 5 эта возможность есть. Есть возможность получить немного больше циферблатов. Для этого нужно выйти из своего аккаунта и создать новый аккаунт Huawei. И при регистрации указать Китай. После регистрации появятся циферблаты, в том числе и платные. Их здесь больше 120 штук. Но из бесплатных лишь пару штук годных, которые без иероглифов. Далее скачиваем понравившиеся циферблаты на часы, выходим с нового аккаунта и заходим в старый действующий свой аккаунт. В моих циферблатах будет писать, что этот дизайн циферблатов больше недоступен, но на самих часах они останутся и их можно будет использовать. В самих часах можно сохранить больше десятка циферблатов и менять их, когда захочется. Как появится новый способ установки watch face'ов или любые другие фишки, я дам об этом знать. Резюмирую. Часы однозначно стоят своих денег, даже несмотря на отсутствие русского языка и небольшого количества циферблатов, доступных в данный момент. Но все возможно изменится с новыми обновлениями, я на это надеюсь. Хорошие и качественные материалы, интересный дизайн, мне очень зашел, и моей жене они тоже понравились. Длинный, качественный сменный ремешок, который подойдет каждому, надежно крепится и ни разу не было и намека на отстегивание. Информативный и удобный мониторинг пульса, и особенно понравилось мне отслеживание сна. Намного точнее Mi Band 5, отслеживает сон как дневной, так и ночной. Возможность измерения кислорода в крови. Неполная, но многозадачность. При тренировках есть возможность управлять музыкой, так как обычно при тренировках играет музыка в наушниках. Корректное отображение уведомлений с русским языком и уже со смайлами. Полная водозащита, можно их не снимать в душе или плавать в них, не боясь утопить. Умный будильник, я проверял, работает. Хорошее и качественное стекло с олеофобкой и отличный сенсорный дисплей. Этот браслет однозначно может конкурировать с Mi Band 5. И я бы призадумался, покупать ли Mi Band или же купить эти часы. Думаю, я бы купил эти. Мой Mi Band 5 пока в отпуске. Ссылка на обзор Mi Band 5 выскочит сверху. У меня эти часы больше недели. Конечно же, их нужно больше протестировать, хотя бы с месяц. И уже тогда говорить, как они в эксплуатации, чтобы выявить их минусы. И минусы реально на первый взгляд незаметны. Так что не пропусти видео опыта эксплуатации Honor Band 6. И достойны ли они называться убийцами Mi Band 5? Как думаешь? Смотри и другие мои видео. Я уверен, что ты найдешь для себя что посмотреть. Ставь лайки за труды, если видео было полезно для тебя. И пиши комментарии, как тебе Honor Band 6. До скорой встречи, друзья. Пока.